Ты самый неудобный футболист своего поколения. Пеле называет тебя атомным футболистом, будто ты двигаешься со скоростью электрона. Когда сэр Алекс Фергюсон хотел остановить Лионеля Месси, он выпускал именно тебя. Зидан ненавидел играть против тебя. Андреа Пирло говорил, что ты преследовал его как тень. А болельщики были уверены, что у тебя не 2 легких, а 3. Вот только в 18 лет тебе сказали забыть о футболе. Ни один клуб Кореи не захотел брать тебя из-за слишком маленького роста и слабого тела. Ты мог стать обычным бухгалтером, но вместо этого стал человеком, которого боялись лучшие игроки планеты. Ты Пак Джи Сон. И это вся твоя жизнь. Ты рождаешься в Южной Корее, в Сеуле, в городе, где все движется быстро, но футбол долгое время не был тем, чем он является в Европе или Южной Америке. Ты смотришь на себя в зеркало. Рост 172 сантиметра. Телосложение тонкое, почти подростковое. В Корее это быстро превращается в приговор. Ты приходишь, стараешься, делаешь все правильно, но тебя измеряют не игрой, а сантиметрами. Система устроена жестко. Драфт, как в американском спорте. Теоретически – шанс для всех. Практически – фильтр, который выбрасывает тех, кто не подходит. И вот наступает твой день, команды выбирают других, одну фамилию за другой. А твою – ни разу. После драфта мир становится тихим. Нет звонков, нет контрактов, нет ощущения будущего. Ты поступаешь учиться на экономиста. Идея стать бухгалтером не выглядит позором. В какой-то момент ты почти веришь, что футбол был детской мечтой, которая просто не совпала с реальностью. Но внутри остается зуд. Ты не можешь смотреть матчи спокойно. Ты учишься и параллельно ждешь знак, что шанс еще существует. Твой отец – мясник. Он видит, как ты гаснешь, и реагирует по-своему. Не разговорами, а действием. Сначала это выглядит почти разумно. Мясная диета, больше белка, больше калорий. Потом начинается то, во что трудно поверить. Ты ешь то, что тебе дают, потому что доверяешь отцу и потому что отчаяние сильнее брезгливости. Лягушки. Оленьи рога. Оленья кровь. Ты сам потом расскажешь. Иногда вкус и запах были такими, что тебя выворачивало. И все равно ты продолжал. Не потому, что тебе нравилось, потому что ты хотел играть. Это звучит как легенда, но ты утверждаешь, что за тот период вырос на 7 сантиметров. Когда все двери закрыты, тебя спасает случай. Похожий на футбольное чудо. Университетская команда, где ты играешь, проводит матч против молодежной сборной Кореи Ю-20 перед Олимпийскими играми. Ты выходишь и играешь так, будто тебя смотрит весь мир. Ты делаешь то, что потом станет твоей подписью. Бегаешь до последнего, врезаешься в эпизоды, перекрываешь линии паса, возвращаешься назад быстрее, чем другие успевают подумать. Тренер сборной поражен. И он берет тебя в олимпийскую сборную. Самое безумное, у тебя все еще нет профессионального контракта. Но ты уже внутри системы. Обычно путь простой. Клуб, сезон, статистика. И только потом. Сборная. У тебя все наоборот. Ты получаешь вызов в основную национальную команду еще до того, как подписал серьезный профессиональный контракт. Отбор к чемпионату мира 2002 становится твоим ускорителем. Ты приезжаешь в расположение сборной и видишь людей, которые должны быть выше по иерархии, но ты быстро понимаешь. Твое оружие не статус, а работа. Ты можешь не быть самым техничным, не быть самым сильным, но ты можешь быть самым невыносимым соперником. Ты выполняешь задачи тренера без вопросов. Закрыть зону, закрываешь, догнать, догоняешь, прессинговать, прессингуешь. И тренер начинает доверять. Твоя карьера будто перепрыгивает ступени. Вчера тебе говорили: забудь о футболе, а сегодня ты надеваешь футболку сборной. И ты цепляешься за нее, как за жизнь. Твой первый, настоящий профессиональный этап начинается в Японии. Контракт с Киото Санга. Ты становишься одним из первых корейцев в J-лиге и чувствуешь на себе двойное давление. Но романтики мало. Команда вылетает, сезон становится тяжелым, тренера, который в тебя верил, увольняют. И вместе с увольнением кажется, что почва опять уходит из-под ног. В такой момент многие опускают руки или прячутся в оправдание. Ты выбираешь другое. Делаешь свою работу еще громче. Ты учишься жить в среде, где никто не будет жалеть. Появляется Гус Хидинг, и ты быстро понимаешь. Этот человек ценит не размер, а выполнение. Ты снова борешься за место в сборной, но теперь борьба честная. Кто полезнее, тот и играет. Ты ловишь шанс в товарищеских матчах против Англии и Франции и делаешь то, что невозможно игнорировать.
Ты забиваешь в обеих встречах. Для корейского футболиста это не просто голы. Хидинг начинает доверять тебе по-настоящему. И это доверие меняет твой статус. Ты становишься незаменимым, даже если кто-то считает твой клубный уровень недостаточным. Ты понимаешь простую вещь. Тренеру нужен человек, который выполнит задачу. Ты становишься этим человеком. И сборная постепенно начинает строиться так, будто у нее в центре есть мотор. Ты. Домашний чемпионат мира – это давление, которое не сравнить ни с чем. Вся страна ждет, чтобы вы не опозорились. Ты выходишь против Португалии, против поколения, которое считали сильнее и опытнее. И в нужный момент делаешь то, что потом будут пересматривать десятилетиями. Забиваешь единственный гол. Не самый красивый в истории футбола, самый важный в истории корейского футбола. В этот момент мир впервые произносит твое имя всерьез. Не как парень из Азии, а как игрок, который решает. Ты видишь, как меняется тон репортажей, как иностранные журналисты перестают улыбаться снисходительно. Ты будто становишься видимым. Вы не просто выходите из группы. Вы начинаете переписывать границы возможного. Победы над Италией и Испанией превращают турнир в легенду и одновременно в повод для бесконечных споров. Кто-то кричит о скандалах, кто-то о коррупции, кто-то о домашних условиях. Ты слышишь все это, но внутри у тебя другая правда. Ты знаешь, как вы бегаете, как вы прессингуете, как вы не сдаетесь. Полуфинал чемпионата мира – событие, которое для восточно-азиатской команды казалось фантастикой. 4-е место становится историей, которую невозможно стереть ни одной газетной колонкой. И ты в самом центре. Ты становишься национальным героем не из-за образа, а из-за выносливости и дисциплины. Твоя страна впервые чувствует, с нами считаются, и ты – часть этого чувства. Хидинг понимает. После такого турнира тебе нужен следующий уровень. И судьба подбрасывает идеальный аргумент. Киото Санга, обычно борющийся за выживание, неожиданно выигрывает Кубок Императора. Ты забиваешь решающий гол в финале, и это выглядит как печать на твоей готовности к большему. Переход в ПСВ – твой настоящий вход в европейский футбол. Сумма в районе 5 миллионов евро делает тебя заметным. Теперь ты не просто интересный кореец, ты инвестиция. В раздевалке. Робben, Ван Боммель. Имена, с которыми сравнивают только сильных. Ты приезжаешь без пафоса. Ты понимаешь. В Европе тебе не простят слабость. Но ты не боишься. Потому что в твоей жизни уже было хуже, чем новый язык и чужой климат. Европа встречает тебя не аплодисментами, а подозрением. Болельщики смотрят на ценник и не понимают. Почему столько денег за игрока из Кореи, да еще в середине сезона? И почти сразу удар судьбы. Травма после 4 матчей. Операция. Пауза. Ты возвращаешься не в оптимальной форме, а в атмосферу, где тебя уже назначили слабым. Критика идет со всех сторон. Даже Ван Боммель публично цепляется к мелочам. Вплоть до языка, будто это определяет твой уровень. Тебя освистывают. В тебя летят стаканы. Ты впервые ощущаешь европейскую жесткость не как спорт, а как давление толпы. Ты даже думаешь, может вернуться домой, где хотя бы понимают, кто ты. Но в последний момент тебя удерживает то, что всегда удерживало – гордость. Поворотный момент приходит, когда уходит Робben. Хидинг делает выбор, который для многих кажется рискованным. Ставит тебя в основу на роль, где требуется и интеллект, и объем, и дисциплина. И ты превращаешь шанс в переворот. ПСВ берет чемпионство. Ты становишься важной частью механизма, который неожиданно ломает прогнозы. А потом начинается Лига чемпионов, сцена, где тебя уже невозможно спрятать за адаптацию. Вы проходите группу, выбиваете Монако, проходите Лион. В полуфинале против Милана ты забиваешь, прерывая их сухую серию, и заставляешь стадион говорить о тебе иначе. По сумме 2 матчей вы не проходите дальше, но происходит главное. Трибуны перестают свистеть. Они перестают сравнивать тебя с тем, кого ты заменил. Многие говорят, что в Эйндховене о Роббене просто забыли. Ты доказываешь европейцам простую вещь. Труд и полезность могут победить предубеждение. Есть матчи, после которых жизнь меняется одним телефонным звонком. Для тебя таким становится игра против Лиона, когда на трибуне сидит скаут Манчестер Юнайтед. Он приезжает смотреть конкретных людей, но его внимание постоянно уводит к тебе. Ты играешь так, как умеешь. Не как артист, а как двигатель. Ты везде. Ты перекрываешь, подстраховываешь, открываешься, возвращаешься. В какой-то момент ты чувствуешь, тебя действительно заметили, и это не случайная похвала.
После сезона звонит Фергюсон. Шотландский акцент звучит как нереальность, потому что до тебя в Юнайтед был лишь один азиатский игрок. И никто не привык к такой истории. Хидинг может уговаривать остаться, может обещать другие варианты. Но твой выбор уже созрел. Ты переходишь в Манчестер Юнайтед. И вместе с этим переходом ты входишь в мир, где каждый твой шаг будут разбирать под микроскопом. Первые реакции, ожидаемые. Пресса усмехается. Юнайтед купил тебя ради рынка, ради футболок, ради Азии. Тебя пытаются упаковать не в спортсмена, а в коммерцию. Ты выбираешь самый прямой путь – работу. На тренировках ты подходишь к людям, смотришь в глаза и говоришь то, что звучит почти как угроза. Сегодня ты не ударишь по воротам ни разу. И потом делаешь все, чтобы это стало правдой. Пол Скоулс позже будет вспоминать тебя как самого сложного соперника. И в этом есть твоя победа. Уважение изнутри важнее, чем заголовки снаружи. Постепенно меняется тон вокруг. Все начинают видеть. Ты не медийная фигура. Ты боец. Тебя перестраивают под роль, где ценится не финт, а интеллект и объем. Ты становишься тем, кто склеивает линии, помогаешь защитникам, давишь в середине, выбегаешь в атаку, а потом возвращаешься так, будто у тебя действительно 3 легких. Болельщики делают из этого шутку, но тренеры понимают серьезнее. Твое тело работает как инструмент, который не ломается от темпа. И все же травмы находят тебя снова. Операция на колене, страх, что оно может не восстановиться. 9 месяцев без футбола. Но когда Юнайтед выходит в решающие стадии, Фергюсон говорит: «Без тебя нам не справиться». Ты возвращаешься так, будто паузы не было. Это и есть твой главный талант. Не блеск, а способность снова стать полезным после боли. И поэтому тебе доверяют даже капитанскую повязку. Твой пик в больших матчах выглядит странно для тех, кто любит простые истории. Ты не самый дорогой, не самый медийный, не самый талантливый по клише. Но когда наступает встреча с Барселоной, именно ты становишься ключом. Ты получаешь задачу и превращаешь ее в личную миссию. Ты не даешь Месси пространства. Ты сокращаешь дистанции, читаешь его движения, перехватываешь линии паса, заставляешь его принимать решения быстрее, чем он хочет. Параллельно ты сковываешь ритм Хави, мешаешь Деку дышать в середине, делаешь игру для них неудобной. Фергюсон ценит это больше всего – способность разрушать чужую гениальность не грубостью, а дисциплиной. В такие вечера ты понимаешь, почему тебя называли феноменом. Не потому что ты лучше всех, а потому что ты умеешь выключать лучших. И если ты можешь затмить инопланетянина, значит в тебе самом есть что-то сверхчеловеческое. Ты проводишь турнир Лиги Чемпионов так, как будто он твое личное испытание. Ты делаешь грязную работу, которую редко отмечают в нарезках. Ты помогаешь Юнайтед дойти до финала 2008 года и чувствуешь, ты заслужил быть там на поле в решающую ночь. И вдруг узнаешь, что тебя нет в заявке. Ни на скамейке, ни в запасе. Вообще нет. Ты смотришь финал с трибуны. Сверху. Ты отвечаешь достойно: «Главная победа, будут еще возможности». Но внутри это режет. Потому что ты знаешь цену своему труду. И потом, годы спустя, Фергюсон признает, это была его главная ошибка. Но в тот вечер это не лечит. У тебя есть особое упрямство. Если тебя лишили момента, ты не просишь компенсацию. Ты создаешь следующий момент сам. Уже через год ты выдаешь полуфинал против Арсенала, где не только забиваешь, но и становишься частью контратаки, которую потом будут называть одной из величайших в истории. Ты не украшаешь, ты запускаешь. В финале против Барселоны ты выходишь в старте. На этот раз ты там, где должен быть. Но футбол не обязан быть справедливым. Юнайтед проигрывает. Ты берешь трофеи в других турнирах, но внутри остается ощущение, что твоя роль всегда тяжелая и неблагодарная. А потом приходит матч против Милана, где Фергюсон ставит задачу предельно просто. Только Пирло. Ты превращаешь его в тень. Вместо привычных сотни передач – 20 с небольшим, почти все назад или вбок. Позже Пирло напишет: «Пак был моей тенью. Это и есть твоя слава, когда тебя вспоминают те, кого ты выключил. Твое тело платит за твой стиль». Выносливость – подарок, но и проклятие. Ты всегда давал максимум, и колени изнашивались быстрее, чем хотелось бы. Травмы становятся не эпизодами, а фоном. В 33 ты принимаешь решение завершить карьеру, потому что понимаешь, дальше будет не футбол, а постоянная борьба с болью.
Фергюсон позже признается, что в финале 2011 на Уэмбли многое могло быть иначе, если бы ты опекал Месси. Но второго шанса не будет. И это символично. Твоя карьера всегда шла через «могло быть», а потом превращала это в «было». После Юнайтед ты ненадолго становишься капитаном QPR, переживаешь вылет, возвращаешься в ПСВ, туда, где Европа когда-то тебя освистывала, а потом полюбила. И в итоге остаешься не просто самым успешным футболистом Восточной Азии, ты остаешься доказательством, что дисциплина и характер иногда сильнее врожденного таланта. Ты – Пак Джи Сон. И это вся твоя жизнь.